Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Данила Гальперович. Я обозреватель, корреспондент и ведущий программ «Радио Свобода» и приглашенный ведущий на программе «Территория гласности». И сейчас на этой территории у нас гость, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества Мара Федоровна Полякова. Здравствуйте. И правам человека. И правам человека, о которых, наверное, больше всего сегодня пойдет речь, потому что, собственно, последние события, которые касаются ЮКОСа, его бывших руководителей, вообще произнесение вслух, что называется, этой компании, название этой компании, это то, что произошло в Страсбурге. Накануне по существу было рассмотрено дело, которого многие в Москве, я думаю, ждали с некой нервозностью. Теперь понятно, что дело рассмотрено по существу, и решение предстоит ждать еще некоторое время. Для России насколько важно рассмотрение дела ЮКОС против России? Тут нужно пояснить, что традиционное название ЮКОС против России, но это, естественно, против властей России. Насколько важно это для российского общества? Будет ли это прецедентом, будет ли это чем-то таким, что может повернуть внутри российской судебной системы что-то? Мне представляется, что значение будет очень важно иметь это решение. Каждое решение является фактически источником права. Хотя, согласно официальной доктрине, решения российских судов не являются прецедентами, но решения Европейского суда обязательны для любого суда. Поэтому те принципы, те подходы, те стандарты, которые будут, в общем-то, и в этом решении по этому делу, они должны стать основой для принятия решения по любым другим делам, которые будут возникать в аналогичных ситуациях. Если будет положительное решение, положительное для ЮКОСа, решение Европейского суда, то дальше должно происходить следующее. ЮКОС вправе будет обратиться в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Если говорить коротко, с недавнего момента, с решения Конституционного суда, решение Европейского суда по правам человека позволяет пересматривать в России дела. На самом деле, правильно? Грамотные юристы толковали это с момента, как только мы присоединились к конвенции. Тем не менее, осознавали ли сейчас судьи Конституционного суда, принимая такое решение, что оно имеет вот эту грань, когда идет процесс Ходорковского-Лебедева в Каменском суде и идет процесс ЮКОСа в Страсбурге? Осознавали ли они, что это открывает целые ворота для того, чтобы, вот что называется, повернуть все, что происходило с ЮКОСом? Я думаю, что не могли не осознавать судьи Конституционного суда. Если даже Европейский суд, не удовлетворив размеры компенсаций, которые просят сейчас истцы, тем не менее признает, что Россия много чего нарушила, каковы могут быть вот такие последствия шаг за шагом? Любое государство в случае признания нарушения им права обязано восстановить, и в данном случае наше государство, если Европейский суд скажет, что была такая, что право было нарушено, обязаны принять все меры к восстановлению. Причинили такой ущерб, значит, он должен быть компенсирован. Я пытаюсь себе это представить, выпустить Ходорковского и Лебедева. Я не исключаю, что будет и там принято положительное для Ходорковского и Лебедева решение, потому что я не исключаю, что нарушение права на справедливый суд имели место. Вот судя по тому, что мне приходилось читать, во-первых, в прессе, потом мои студенты посещали процесс, поскольку они работают... Давайте сразу поясним, кто ваши студенты, потому что это очень интересно. Я преподаю в институте, в Государственном университете нефти и газа, и мои студенты очень интересуются этим процессом, потому что они будут работать в отрасли
такой же, как который представляли Лебедев и Ходорковский. Я преподаю уголовный процесс, как важно знать уголовный процесс, чтобы быть готовыми к тому, что может и произвол какой-то чиниться. Я думаю, что как раз часть этой Да. подготовки – это то, о чем вы сказали, что они ходят на процесс. Расскажите, с чем они приходят? Да, вообще они, поскольку я читаю третьекурсникам, и у них еще идеализированные представления о судебной системе, о процессах, они приходят в огромном таком смятении, очень удивляются и рассказывают о том, что они наблюдали очень много нарушений прав самих обвиняемых, рассказывают о нарушении процедур. То, что я слышу от студентов, что там идут нарушения, что разваливается обвинение. И, в общем-то, довольно такая печальная картина того, что происходит в самом суде. А они для себя, как вам кажется, какой делают выбор? Романтический или прагматический? Потому что они же видят двух людей, которые под систему в каком попали. смысле? Они не хотят идти на работу ни в суд, ни в прокуратуру, ни в какие правоохранительные органы. Они, посмотрев то, что происходит в суде, и после того, как мы с ними общаемся, они понимают, что они будут обречены на какую-то деятельность, которая не соответствует их представлениям о том, какой она должна быть. Вы наверняка, как член Совета по содействию развитию гражданского общества и прав человека, вы как-то смотрите за тем, как на дело ЮКОСа и на Страсбург вообще без узнавания деталей реагируют вот эти сообщества, судейское, прокурорское. Есть какое-то внимание к нему? Мы сейчас озабочены тем, что судьи зависимы, то есть, в целом, то есть проводим исследования по масштабе России, к нам идут на экспертизу дела различные. В том числе какие-то заключения мы делали и по делу Ходорковского, какие-то наш экспертный совет. Можно ли говорить о том, что вот российская власть как-либо нервозно сейчас чувствует себя по поводу того, что происходит и в Страсбурге, и в Хамовническом суде? Вот наблюдаете вы какие-то такие реакции? Мне трудно говорить вот об этих реакциях, но я могу сказать, что у меня последнее время появилось ощущение шанса на изменение ситуации. Я считаю, что в системе МВД ключевая проблема, которая препятствует нормальной их деятельности, это на мой взгляд, ключевая, это критерии оценки их деятельности. В январе появился указ президента, обнадеживающий, где дано было прямое указание подготовить новые критерии оценки. Мы сейчас собрали коллектив ученых, который занимается именно этой проблемой. Мы показываем, почему они приводят к таким жутким результатам, что нужно менять. Мы пытаемся, на днях проводили круглый стол, где продемонстрировали, как на Западе оценивается работа полиции, как они учитывают, скажем, мнение населения. Возможно ли вот эти схемы, которые существуют на Западе, оценки эффективности полиции, гражданского контроля за действиями полиции, реализовать при таком уровне гражданского общества в России вообще, при той атомизации, это может быть мое личное мнение, при той разобщенности и некой фрустрации общества, которая здесь есть? Вы знаете, я вообще, наверное, безнадежный оптимист. Я считаю, что все равно этим надо начинать, это надо. И когда вводили суд присяжных, тоже говорили, что наше население какие-то... Но тем не менее, я ничего лучшего в российской судебной системе, чем суд присяжных, не представляю. И опыт показал, что мы были совершенно правильно ориентированы на этот суд, хотя очень малое распространение он, к сожалению, имеет, да еще и ограничивается.